Сегодня мы займемся изготовлением стола из пила, которому 270 миллионов лет. Да-да, все верно, я не ошибся. Все подробности будут в ролике, а также интересные столярные приемы, решения нестандартных задач и ведро эпоксидки. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Для того, чтобы куда-то залить смолу, это куда-то сперва надо сделать. Я использую вот такой материал. Это вспененный ПВХ. Ровно по центру я приклеиваю вот такой кругляш из пластика. Он проклеен скотчем, так как в дальнейшем нам надо будет его извлечь из заливки. Как вы видите, вспененный ПВХ отлично режется даже ножницами. Бортик я сперва прихватываю термоклеем для жесткости. И когда уже опалубка стоит строго на своем месте, промазываю по всему периметру силиконовым герметиком. Как вы помните, нам надо будет достать эту шайбу, поэтому разделительный состав точно не будет лишним. Наносим его и слегка растираем. В основе должна лежать черная смола. Она будет выполнять роль подложки. В этом случае с красителем сложно перестараться, поэтому я особо и не жалею его. Так как слой смолы будет тонкий, очень не хотелось бы, чтобы он просвечивался. Для этих целей я взял смолу под названием Crystal Epoxy от Artline, поскольку слой заливки тут небольшой, а сохнет она быстро. После перемешивания я ставлю состав в вакуумную камеру, так как нам надо получить идеальную черную поверхность. И даже несколько пузырей сильно испортили бы картину. Кстати, это стеклянное стекло в итоге лопнуло, так что для этих целей, для вакуумной камеры, советую использовать исключительно оргстекло. Как вы видите, смола больше похожа на нефть. Собственно, этого и хотелось добиться. Ссылки на все красители, смолы и другие расходники, как всегда, есть в описании ролика. А пока смола сохнет, Андрей занимается подстольем. Оно будет простеньким, но интересным. Сперва дубовые бруски прогоняем через фуговальный станок. Он позволяет идеально вывести плоскость. Но сделать пару однотипных деталей такого формата на нем уже сложнее. Поэтому следующим этапом, когда у нас уже есть две идеальные стороны, мы отправляемся к рейсмусу. И именно рейсмус уже позволяет выдать абсолютно одинаковые заготовки по толщине, отталкиваясь от ровной стороны, которую изначально мы сделали на фугане. В итоге из этого мы получим вот это. Вернее, три таких заготовки, которые торцуем в размер и делаем выборку. А это один из самых приятных моментов. И я подозреваю, что Андрей не случайно делает выборку именно таким способом. Затем при помощи вот такой приспособы Андрей запиливает ножки под нужным углом. К слову, такие приспособы чаще всего делаются для одной операции и под конкретный проект. В итоге ими пользуются один раз для того, чтобы сделать всего 3 пила, но иначе никак. Следующим этапом при помощи вот такой фрезы от CMT нам надо довести выборку до идеала, с чем, собственно, отлично справляются их фрезы, что вы можете наблюдать на экране. Для того, чтобы прикрепить столешницу к подстолью, надо сделать отверстие. Но понятно, что сверлить прям угол бруска не очень удобно. Поэтому японской пилой делаем вот такую выборку, и уже после можно сверлить. Следующим этапом красим ножки. Поскольку столешница будет черного цвета, ножки я решил также сделать темными. Первым слоем я кладу морилку, а затем покрываю маслом. С такой технологией справится каждый. Вообще я плотно пересел на обработку маслом, так как финальный результат ничем не хуже профессионального покрытия лаком. Сам состав наносится очень просто, но самое главное, то что это натуральный материал, и вам не придется дышать испарениями лака. Конкретно этим составом я пользуюсь уже очень давно и могу смело его рекомендовать. А теперь переходим к самому интересному. Главным героем сегодня выступает вот такой спил окаменелого дерева. Да, это настоящее окаменелое дерево. А теперь внимание, его возраст около 270 миллионов лет. Нет, я не ошибся. Каждый экземпляр имеет сертификат подлинности, также уникальный номер, и он занесен в регистрационную базу, а упакован вот в такую дубовую коробку. Вот, кстати, кадры, как распиливают конкретно эти образцы.
Не знаю, как специалисты определяют древесину, когда она уже каменная. Да и вообще не знаю, есть ли такая специальность. Но я точно знаю, что сегодняшние реалии ценят и требуют принципиально новые профессии. И если вы вдруг задумались о том, чтобы сменить профессию, для того, чтобы в дальнейшем стать востребованным специалистом, у меня для вас отличные новости. Весь декабрь онлайн-университет Skillbox, который, кстати, является номером 1 на рынке в России по версии Reward. Так вот, весь декабрь они проводят бесплатную онлайн-конференцию по профессиям будущего. Дизайн, программирование, разработка игр, маркетинг, кинобизнес, дизайн среды. Для того, чтобы получить доступ к онлайн-занятиям, нужно пройти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Участие абсолютно бесплатное. Итак, что же вы сможете узнать на этой конференции? А вы узнаете все о новых интернет-трендах, какие же новые и интересные появились профессии за последнее время. Но самое главное, что вся эта информация будет в формате реальных историй и кейсов. Также вы узнаете, как выбрать профессию, допустим, в дизайне, маркетинге, программировании, да в чем угодно, список там действительно огромный. Вы сможете узнать даже о киноиндустрии в 2021 году, кем надо быть и как туда попасть. Также вас ждут мастер-классы от экспертов индустрии, подарки от партнеров и полезные навыки, которые останутся с вами на всю жизнь. Помимо этого, Skillbox разыграет MacBook Air, iPhone и наушники AirPods. В общем, не стоит тратить время на нелюбимую работу. Развивайся в Skillbox, будь круче, чем вчера, и стань хозяином своей карьеры. А все ссылки для этого уже есть в описании. А мы продолжаем. Конкретно это дерево — это араукария, а место обнаружения, по всей видимости, и произрастания — это Мадагаскар. Хотя 270 миллионов лет назад, скорее всего, его так не называли. В общем, очень интересный артефакт. Я лично рассматривал спил часами. Кстати, там четко видны годовые кольца. Ссылку на эти фантастические спилы оставлю в описании. В итоге этот спил должен немного парить над черным слоем, поэтому я и приклеиваю вот такие подставки из оргстекла и кладу в центр столешницы. Следующим этапом беру 10 кг смолы. Этот состав называется Монолит 10. Его можно без проблем заливать большим и даже огромным слоем. А за счет долгой полимеризации все пузырьки успевают выйти самостоятельно. Ну, если, конечно, вы не заливаете какой-нибудь пористый материал. Да, окаменелое дерево. Да, 270 миллионов лет. И да, в эпоксидную смолу. Оставляем заливку на 7 дней. И как раз у нас появляется время собрать подстолье. А Андрей тем временем заказал вот такую систему хранения и наводит порядок в своей мастерской. Очень мне понравился такой конструктор, в итоге заказал 2 таких себе в мастерскую. Так что ждите подробный обзор в ближайших роликах. Спустя 7 дней, когда все высохло, снимаем опалубку и монтируем простенькую подсветку, которая в итоге будет питаться от батарейки. Делается это для того, чтобы максимальный акцент поставить на этот реликтовый спил. Как по мне, так цель достигнута. Но очень интересно ваше мнение, и с удовольствием послушал бы ваши идеи по применению такого спила в других изделиях, ну или в другом исполнении, так как у меня есть еще один такой экземпляр, и с ним надо что-то сделать. Спасибо за просмотр и добра от топора.